Всем привет, это Пара Спиц и с вами Тоня Февралева. Сегодня покажу вам, как вязать узор кирпичики. Смотрите, как выглядит этот узор. Вот выглядит как его изнаночная сторона. Узор двухсторонний, он выглядит абсолютно одинаково с обеих сторон, поэтому узор подойдет для шапок, для шарфов, для варежек, для носков, для кардиганов. То есть он не толстый узор, но при этом очень фактурный. Выглядит очень интересно, вяжется очень легко. Раппорт узора 4 петли плюс 2 для симметрии и 2 кромочные. И 4 ряда. Первый ряд. 1 петля кромочная. Дальше вяжем 2 петли лицевые, 2 изнаночные. И так вяжем до конца ряда. 2 лицевые, 2 изнаночные. Доходим до последних 2 петель и их провязываем. 2 лицевые, последняя кромочная петля. Второй ряд. Кромочная петля. Дальше 2 изнаночные, 2 лицевые. И так до конца ряда. 2 изнаночные, 2 лицевые. Доходим до последних 2 петель, провязываем их изнаночными и последняя кромочная петля. Третий ряд, первая петля кромочная, дальше 2 петли изнаночные, 2 лицевые. И так вяжем до конца ряда. 2 изнаночные, 2 лицевые. Доходим до последних 2 петель и провязываем их изнаночными. Последняя петля кромочная. Последний 4-й ряд. Кромочная петля, 2 лицевые петли, 2 изнаночные. Так вяжем до конца ряда. 2 лицевые, 2 изнаночные. Последние 2 петли провязываем лицевыми и последняя кромочная. Эти 4 ряда образуют узор кирпичики. Повторяйте их на нужную вам высоту и получите вот такой вот красивый, плотный достаточно узор, не просвечивающийся. Надеюсь, это видео было для вас полезным. Обязательно подпишитесь на мой канал, ставьте мне лайк и пишите в комментариях хорошие, добрые слова. С вами была Тоня Февралева. Я всех вас нежно обнимаю и целую. Всем пока, до новых встреч!